Всем привет! На последнем фестивале игр Быть познакомился с демо-версией ретро-шутера Cultic. Бегло взглянув на страницу, игра не привлекла. Показалась типичным стилизованным ретро-шутером с неказистой графикой. А тут еще все серое, коричневое, да и картинка весьма монотонная. Но, увидев моменты с перестрелками, стало любопытно. Весьма динамично и брутально. Действительно похоже на шутеры старой школы из 90-х годов. Больше всего напомнило Blood от компании Monolith. О нем далее еще буду вспоминать. Решил скачать демку. Итак, New Game. Игра начинается с интро. Из него узнаем, что главный герой является следователем, расследующим деятельность некого культа, виновного в серии преступлений. Вероятно, по личным мотивам главный герой прекращает свою профессиональную деятельность. Оставив табельное оружие и значок, он отправляется в место, где действует культ. По прибытию попадает в засаду. В итоге протагонист очухивается в какой-то яме среди трупов. Стоит отметить, что начало неявно отсылает нас к игре Blood 1997 года, в которой главный герой Калеб воскрес и вылез из могилы вершить самосуд. Придя в себя, хватаем топор и идем творить жесткий экшен. И он тут будет знатный. Оторванные бошки, реки крови, горящие тушки противников, выбитые глаза и прочая жесть. Повсюду следы деятельности жестокого культа, отрубленные конечности, зажаренные до огнем тела, места жертвоприношений, трупы сваленные в кучи трупов в фурах, несчастные упакованные в мешок и за ноги подвешенные к потолку в пещерах. Весь антураж на уровнях призван подчеркивать аморальную деятельность культа. По динамике игра весьма похожа на Blood, Shadow Warrior 1997 года и аналогичный FPS. Хлесткие перестрелки, необходимо постоянно перемещаться, если зазеваешься, тут же словишь партию свинца. Звуки стрельбы сделаны добротно, прям за душу цепляют. Стрельба из оружия в целом достаточно эффектная, красивые взрывы динамита. После броска коктейля Молотова на поверхности остается горящая лужа, поджигающая противников. Арсенал винтажный, по крайней мере тот, что представлен в демо, что опять же вызывает ассоциации с Blood. Топор. Самый обычный, можно метать. Пистолет Маузер. Стреляет одиночными. Скорость стрельбы зависит от частоты нажатия на клавишу. Во втором режиме стреляет очередью. Двуствольный обрез. Классика. Передаем привет Blood. В первом режиме стреляет одним патроном, во втором сразу двумя. Семизарядный шотган. Куда уж без него. Второй режим позволяет стрелять более прицельно. Удобно делать хедшоты на солидной дистанции. Пистолет-пулемет Стэн. С магазином в 50 патронов позволяет точно класть культистов. Динамит. Все как в Blood. Сначала поджигаем фитиль, потом бросаем. Чем дольше зажимаем клавишу, тем дальше бросок. Но главное не переусердствовать, иначе фитиль сгорит и динамит взорвется в руках. Коктейль Молотова. Схема применения аналогична динамиту. После броска остается горящая лужа, делающая из противников веселые огоньки. Насколько я понял, игра сделана на движке Unity. Графика весьма специфична и на любителя. И дело тут не только в закосе под ретро. Цветовая палитра игры состоит в основном из черного, серого и коричневого, с ограниченным числом оттенков. Думаю, что не каждому такой подход может понравиться. Кто-то даже заметит, что в классических шутерах, например Blood или Shadow Warrior, графика была более выразительной и разнообразной. Но именно такой графический стиль выбрал разработчик. Могу предположить, что это обусловлено желанием сделать более мрачную графику. Есть и более технологичные штуки, делающие картинку более приятной, вроде освещения и отражений. Музыка достаточно традиционная, но хорошо подходит для игры. Вначале нас сопровождают грустные пассажи на пианино. Когда стычки с противниками становятся чаще, музыка становится более динамичной.
а при спуске в тоннеле шахты сменяется давящими, пульсирующими, тревожными звуками, как в саундтреке какого-нибудь хоррора. Еще несколько моментов из игрового процесса, про которые стоит упомянуть. Иногда, если сделать хедшот, то на несколько секунд замедляется время. В игре можно взаимодействовать с окружением, печатать на машинке, разбивать уличные осветители, брать в руки фонарь, швырять противников стулья. Даже можно взять отрубленную голову и кинуть ею в другого культиста и, тем самым, убить его. Есть верстаки, на которых можно улучшать свое оружие, увеличить емкость магазина, снизить отдачу, добавить альтернативный режим стрельбы и так далее. Как и в других классических шутерах, есть секреты. Помимо сюжетной кампании, еще есть режим Survival. В целом, демо-версия производит весьма положительное впечатление. Игра не тонет в попытках тупо повторить классические шутеры, неплохо переосмыслит их идеи, добавляет немного нового, например, улучшение оружия. Воссоздает то, за что их любят: брутальность, хардкорность, динамичный экшен, эффектная стрельба, тайники и прочее. Разрабатывается Genesis Games, издатель 3D Realms. Secretum loqui verba. Esto men suetus.